Всем привет, друзья! Меня зовут Джон Кормилицын, ты на канале J Centers и представляем вторую часть плагинов для Blender. Окей. В создании нам помогал Олег Сэм Бакет, а монтаж для вас состряпала Елена. Кто еще не посмотрел первую серию аддонов для Blender, ссылочка в виде подсказки вот здесь вверху. Напомним, все аддоны подразделяются на те, что встроены в сам Blender, и те, что идут в качестве дополнений, так называемые сторонние. Встроенные можно найти в разделе Add-ons, большую часть из них мы разобрали в первой части. Так что в этой части будут только сторонние аддоны, так же, как и в первой серии мы подразделили их по категориям. И еще одно важное примечание, относящееся ко всем дополнениям в целом. У Blender при переходе с 2.79 на 2.80 и на 2.93 изменился Python API. Исходя из этого, некоторые аддоны сломаны и пойдут не на всех версиях, так что мы будем это оговаривать. Хоть Blender 2.79 и считается уже устаревшим. Немного об изменениях во встроенных аддонах. В первой части мы говорили про Tissue, так вот, он сейчас какой-то поломанный. Но оказывается, есть возможность скачать другую версию, она и работает лучше, и функций больше. Tissue — это аддон для параметрического моделирования, и в нем присутствуют такие инструменты, как генерация, тесселяция, инвертирование и рандомизация. Может помочь при создании абстрактных форм, различных соединений между объектами, сплетений тканей или кольчуги. Ссылочку на обновленную версию оставили в описании. Интерфейс. Pie Menu Editor. Аддон для создания круговых меню. Меню, всплывающих диалогов, боковые панели и панелей инструментов без кодирования. Приобрести можно на Gumroad за $12. Ну и все, больше тут особо ничего не добавишь. Ну и совместим с версиями 2.79 и до 2.93. Node Relax – бесплатное дополнение для упорядочивания нот. Представьте, что вы наворотили хаос со множеством подключений, и вот как раз инструментарий аддона позволит все привести в порядок. Однозначно пригодится в рабочем процессе. Скачать его можно на GitHub, ссылочку оставили в описании. Node Preview – отображает превью настроенных шейдеров над нодами в Cycles. При редактировании все затронутые узлы автоматически обновляются. При этом превью рендерится в фоновом потоке, поэтому интерфейс Blender всегда остается гибким и отзывчивым. Поддерживается только Cycles, стоит $35 и совместим с версиями от 2.8 до 2.93. Моделирование, ретоп и генерация. Flyent содержит инструменты моделирования, предназначен в основном для Hard Surface. В помощь идут не только обычные резаки, но и булин, а также различные модификаторы. Стоимость аддона варьируется от функционала. Расширенная версия имеет элементы для создания веревок, проводов, труб и различные пресеты для сеток и мягкой поверхности. Еще удобно, что в аддон встроен Snapping Grid, что позволяет осуществлять более точное моделирование, совместим с версиями 2.83, 2.93. Fluent Power Trip – это расширенная версия Fluent. Она содержит функционал Fluent и в дополнение еще инструменты для создания пластин, проволоки, труб, сетки и для тканевых поверхностей. Цена аддона уже $29. Speed Retop позволяет выполнять ретопологию с помощью B-Surface и Loop Tools. Прост в использовании и работает на Blender 2.81 и выше. Доступен в Blender Market и Gumroad. Бесплатный, но можно и поддержать автора донатом. Чего, конечно же, многие не будут делать. Blender же. Draw X-Ray позволяет вручную рисовать ретоп меша поверх хай-поли сетки. Имеется два пакета. Бесплатный без снаппинга и платный за $6 с функцией снаппинга. Curves to Mesh – удобный плагин для быстрого создания сетки на основе сплайнов. Просто создаешь набросок из кривых Безье, а аддон уже сам достраивает меш. Пригодится как для точных моделей, так и для чего-то органического. В последнем обновлении аддона появился режим разметки, который позволяет контролировать модельку с помощью нескольких контроллеров. Поддерживает версии от 2.8 и ценник $25. Celebrator – аддон для создания и редактирования подвесных веревок, проводов и кабелей. Имеет как персональную лицензию, так и варианты для студий от 5 и более специалистов. Поддерживает Blender до версии 2.93. Quick Curve позволяет моделировать прямо в 3D View путем рисования. Все кисти полностью настраиваются, и в качестве одного из типов можно задать абсолютно любой объект, например, Сюзанну. И да, в дополнение к кисточкам идет пластик. Все как в 2D. Аддон пригодится как для быстрого наброска, так и для создания твердых или органических моделей. Необходимо только приноровиться. Индивидуальная лицензия стоит $30. Quick Shape – плагин от разрабов Quick Curve.
Ну и на самом деле чем-то с ним схож. Аддон также позволяет создавать 3D-модели, но только уже на основе нескольких примитивов и лассо. Удобен в Hard Surface моделировании. Цена та же, что и на Quick Curve – $30. DupliCurve разработан для упрощения распределения объектов по траектории сплайна. Вот для примера. Комплект Prim Pack. Он представляет собой первый из многих официальных наборов KitOps Premium Pack. Содержит 20 различных вставок для Hard Surface и стоит $12,5. Поддерживает Blender от 2.79 до 2.9. Plating Generator and Gribbles. Он позволяет создавать уникальные узоры обшивки корпуса, используя существующую топологию сетки. С его помощью можно быстро генерировать различные узоры и траекторию покрытия. Имеется множество гибких настроек. Аддон стоит $30. Совместим с версиями 2.83, 2.9, 2.91 и 2.92. Еще в дополнение можно купить пак Gribbles от этого же разраба. Коллекция содержит 271 модельку для распределения по корпусам космических кораблей, станций, футуристических городов и подобных проектов. Fit Lattice. Аддон, который в один клик создает деформированную решетку по пропорциям выделенного меша и добавляет модификатор Lattice на самом меше. Причем за одну операцию можно настроить несколько моделей. Lattice — это аналог FFD из 3ds Max и Cinema. Цена аддона $10. Подходит для версии от 2.8. Текстуры, материалы и UV. IK. Аддон от отечественного разработчика. Используется для текстурирования проекциями с одной или нескольких камер на один UV-слой. С помощью IK можно быстро раскрасить объекты, что значительно ускоряет процесс работы. Поддерживает вывод альфа-канал и UDIM файлы. На Gumroad стоит $15, совместим с версиями 2.9 и новее. Подробнее дополнение по ссылочке в описании. Ravage. Как пишут разработчики, это упрощенный Quixel Mixer, Substance Painter или Armor Paint. Он представляет систему текстурирования на основе слоев, имеет доступ к локальным библиотекам и онлайн-библиотекам через Asset Ninja, о котором расскажем далее. Персональная лицензия стоит почти $40, ну получается 39. Texel Density Checker. Он позволяет изменять масштаб UV для получения желаемой плотности текселей. Заходи к нам на канал во все видосы, пиши UV в поиске и найди всю информацию по UV-развертке, я там все это объясняю. С помощью этого плагина можно рассчитать плотность текселей для модели с нестандартным размером и соотношением сторон. Ну и конечно же в нем есть интерактивный чекер-материал. Скачать можно на Gumroad и причем бесплатно. Совместим с версиями 2.78, 2.79, 2.83, 2.9 и 2.91. Yet Another Vertex Normal Editor, сокращенно Явня. Аддон для работы с нормалями. Предоставляет набор инструментов для редактирования нормалей вершин. Улучшает визуальное качество меша без изменения геометрии. Идет бесплатно на GitHub. Material Builder Suite для Cycles. Аддон с конструктором материалов. Короче, в файле лежат уже готовые группы нод, дающие определенные эффекты. Значительно ускоряет процесс создания материалов в движке рендеринга Cycles. Text Tools. Дополнение для работы с UV и текстурами. Из инструментария имеются несколько режимов запекания текстур, Texel Density, создание и настройка UV-шек. В общем и целом, обычно аддон с классическим функционалом, без наворотов и, возможно, удобный. Не так давно еще вышло обновление 1.4.4, ну и лучше самому потестить. Изначально, кстати, плагин разрабатывался для 3ds Max еще в 2009 году. Layer Painter позволяет создавать материалы с помощью рисования, дополняет встроенный Texture Painting и дает большую функциональность, добавляет систему слоев и масок, создавая соответствующие группы нодов. Схож чем-то с Substance Painter, несмотря на то, что аддон разработан под PBR, его можно использовать для стилистического рисования. Совместим с версиями 2.82, 83 и 9. Ценник у него в $20. Substance 3D от Adobe дает доступ ко всем материалам Substance прямо из Blender. После установки аддона появится новая вкладка в Shader Editor и 3D View. Substance предназначен для текстурирования, создания и настройки материалов. Также у них имеется готовая библиотека моделей, источников света и материалов. Simple Bake – аддон для запечки PBR-текстур, созданных в Blender. Использует все традиционные режимы запекания Cycles вместе с другими видами специальных карт – Ambient Occlusion, Syncness, курватура, Vertex Color и Color ID. Также есть функция автоматического экспорта запеченных карт и работает в Blender 2.92, 93, ну и все. Стоит $12. Real-Time Materials.
Это коллекция из более 200 процедурных материалов, предназначенных для быстрого рендеринга. Этот пакет упрощает и ускоряет добавление материалов за счет быстрого применения к объекту через сочетание клавиш Shift плюс A. Категории варьируются от абстрактных шейдеров до практичных материалов, таких как керамика. И все материалы легко настраиваются. Стоимость начинается от 35 баксов. Scattershot — это аддон для редактора шейдеров Blender, который распределяет и рандомизирует текстуры для того, чтобы избежать видимого тайлинга. Помимо этого, поддерживает скеттеринг PBR Texture. Если не нужно так много настроек, то Эндрю Прайс, который известен как Blender Guru, выпускал бесплатный аддон в виде группы нодов, которые делают то же самое. Рандомизируют поворот тайлов текстур и искривляют границы тайлов. Свет и камера. Cable Cam — это риг, который позволяет создавать кинематографические движения камеры с минимальными усилиями. Он импортирует реальную подвеску камеры, и при настройке лучше всего использовать два вида. Один на саму камеру, а второй непосредственно на просмотр через объектив. То есть то, что должен увидеть зритель. Аддон недорогой, 15 баксов. Подходит для версий от 2.79 и до 2.9. Но функционал этого аддона аналогичен встроенному в Blender аддону Camera Rig, о котором мы упоминали в прошлом видео. Neon Generator. После некоторых споров решили все-таки отнести аддон к категории света. С помощью функционала Neon Generator можно создавать различные неоновые вывески для витрин, и придания особенной атмосферы. Неон присоединяется к сплайнам любого текста или векторного рисунка. Аддон добавляет глубину, различные соединения в виде опор и скругляет углы. Все параметры легко настраиваются для подбора необходимых вариаций, просто переместив ползунок и настроив сами параметры. Помимо этого, аддон содержит неоновый шейдер, приближенный к реальности. Стоит около 40 баксов и совместим с версиями, начиная от 2.8. Screen Space Global Illumination для Eevee. Недавно он получил обновление, да так, что теперь это не аддон, а самостоятельный билд Blender. SSGI имитирует Global Illumination в реальном времени. Реалтаймовская замена встроенным Irradiance Volume. Эффект рассеянного освещения без аддона в Eevee можно добиться только используя запекание, что, естественно, не реалтайм. В дальнейшем аддон SSGI будет получать только незначительные обновления, поскольку есть фундаментальные проблемы, которые нельзя исправить без изменения исходного кода рендер-движка Eevee, а активно развивать будут только аддон в виде билда Blender. Ну и возможно, что SSGI внедрят в сам Blender, но это уже зависит от разработчиков аддона. Анимация и риггинг. Mixamo от Adobe. С его помощью можно создавать риг для любой модели двуногого персонажа прямо в Blender. Имеется библиотека от 2500 готовых анимаций, которые применимы непосредственно к модели. В сети очень много анимашек именно с ригом из Mixamo. Они довольно часто бросаются в глаза. Это и плюс, и минус одновременно. Skin Selection — это надстройка, позволяющая интуитивно выбирать контроллеры костей, всего лишь щелкая по поверхности меша. Как правило, характеристики лучше подходят для моделей, состоящих из 25 тысяч полигонов. Однако при включенном Subdivision выбор костей может быть медленнее. Есть еще парочка косяков, но их лучше посмотреть самому. Совместим с версиями 2.79, 2.8 и 2.9. Ценник всего лишь $10. True Time Remapping позволяет управлять ходом времени в проекте. Нужно ускорить ход времени, а потом замедлить, как в Матрице, или вообще отмотать назад? Этот аддон поможет реализовать такие идеи. Аддон от нашего разраба. При использовании получаешь полный контроль над скоростью анимации. Работает в движках рендеринга Eevee, Cycles и Workbench. Совместим с Blender 2.83 и выше. Anim ID — бесплатное дополнение, в котором есть несколько полезных функций для анимации. Содержит широкий набор инструментов при работе с группой F-Curves, подходит для Blender 2.9. На гитхабе аддона есть очень много полезной информации, стоит изучить перед использованием. Симуляция Easy Tornado создает реалистичные смерчи из дыма, песка и огня. Причем один материал используется для создания 3 типов торнадо. Имеются минимальные настройки скорости и траектории. Идет для рендеринга в Cycles, совместим с 2.79 и новее. Да, и стоит он 15 баксов. Crowd Sim 3D. Аддон симуляции толпы обрабатывает огромное количество данных анимации, позволяет настраивать траекторию движения и автоматическую анимацию по ней. Также можно настраивать автомобильные движения, развязки и пешеходов. Есть бесплатная версия с малыми системами до 25 человек и 2 вариации платных пакетов. Ссылочка в описании, там смотри.
Nebula Generator. Генератор космических туманностей. Доступны как для Eevee, так и экспериментальная версия для Cycles. Разработчики отмечают, что при рендеринге могут появляться артефакты, которые убираются повышением сэмплов, что влияет на производительность. Еще в комплекте идет набор различных настраиваемых образцов. Совместим с версиями начиная от 2.8 и до 2.93. Стоит $20. Растительность. Tree and Grass Library Botanic Tree. Фу, это библиотека растительности. В ней представлены различные деревья, травы, цветы, камни и садовые объекты. Подходит для архитектурной визуализации и ландшафтного дизайна. В последнем обновлении добавили функцию рисования виноградной лозы от руки. Библиотека постоянно расширяется и планируется добавить новые функции, такие как анимация ветра, различные уровни детализации и рисование деревьев. Разработчик предоставляет два пакета. В первом всего 33% всей растительности и стоит он около $40, а полный пакет уже стоит $109. Vegetation. Это огромная библиотека деревьев, кустов и прочих растений, а также камней и мха. Модели были созданы с помощью 3D-сканирования, фотограмметрии и классического моделирования, так что там есть PBR-текстурки и иногда и до 8К. Еще имеются настройки для создания пейзажев различных времен года. Ну и, конечно же, все можно анимировать. Поддерживает версии начиная от 2.8. Mirage. Это пакет для работы с ландшафтом. Поддерживает создание и распределение растительности. Работать можно с различными уровнями детализации, как с высокополигональными, так и лоу-поли. Требует Blender 2.80 и новее. Стоит около $25. Импорт и экспорт. Better FBX Importer and Exporter. Позволяет импортировать файлы FBX в Blender или наоборот экспортировать его в другие 3D-пакеты, в том числе и в игровые движки. Возникает вопрос, а что, Blender не поддерживает формат FBX? Так вот объясняем. FBX это проприетарный формат Autodesk, он не open source, и по лицензионным и по юридическим моментам Autodesk не предоставляет Blender официальный инструментарий. И получается, что разрабы Blender реализовывают FBX через обратный инжиринг, а это значит, что могут быть несостыковки в импорте и экспорте. Плюс к этому Autodesk периодически изменяет этот формат. Именно поэтому Blender агитирует за USD, Alembic и другие открытые форматы. Но индустрий стандарт на сегодня FBX. Помимо этого, у многих при переносе скелетной анимации, например, в Unreal, появляются различные ошибки и косяки. И вот этот аддон как раз позволяет выравнивать кости персонажей при импорте и экспорте. А также может сохранять Vertex Animation как файлы Maya или 3ds Max. Совместим с версиями 2.79 и выше, стоит $25. Мистер Манекен Tools. Аддон для переноса анимации меша напрямую на манекен Unreal Engine без дополнительного ретаргетинга. Ну, больше здесь ничего и не скажешь. На Gumroad его можно скачать бесплатно и по желанию поддержать разраба. А вот на Blender Market он уже стоит $15. Так что, скорее всего, просто забыл поставить ценник на Gumroad. Blender Source Tool – аддон для экспорта моделек из движка Source. Позволяет импортировать и экспортировать файлы SMD и DMX. Первый используется разрабами Source Engine, применимым для создания таких игр как Half-Life и Contra. Второй был разработан Valve. Некоторые наши пользователи начали использовать Blender только благодаря ему. И сейчас этот плагин есть и для Cinema. Rococo Studio Live. Аддон для записи, визуализации и экспорта Motion Capture. Он осуществляет передачу данных анимаций из Rococo Studio в Blender, что позволяет записывать анимацию в реальном времени. У меня немного садится голос, поэтому слушайте меня хриплого. Аддон пригодится и тем, у кого нет костюма от Rococo, ведь в нем есть удобный инструментарий для ретаргетинга анимации. Совместим с Blender 2.80 и выше. Сам аддон бесплатный и скачать его можно на GitHub. DataSmith Export – экспортер сцен из Blender в Unreal, используя формат DataSmith. На данный момент он экспортирует меш с нормалями и до 8 каналов UV. Вся иерархия при этом экспортируется. Поддерживается экспорт простых материалов, камеры при переносе сохраняют положение, фокусное расстояние и диафрагму. Источники света экспортируются с сохранением данных об их типе, мощности, цвете и размере. Скачать можно с GitHub и ссылочка в описании.
Волосы. Hair Tool генерирует волосы на основе направляющего меша, который легко подвергается различным деформациям. Также волосы можно преобразовывать любые кривые, что еще больше упрощает рабочий процесс. Все мы знаем, а кто не знает, чтобы создать реалистичные волосы, это тот еще гемор. Помимо этого, каждая карта волос имеет предварительный просмотр UV, что позволяет с легкостью настроить внешний вид волос. Для Индии стоит 45 баксов. Ками помогает создавать прически в стиле манга и аниме. Аддон находится на N-панели. Это правая панель в окне 3D просмотра. Для его работы понадобится Blender 2.91 и выше. Аддон бесплатный, хотя можно и отправить сумму, равную хотя бы чашечке кофе. 3D Particle Brush. Если смотреть Google перевод, то это мощная щетка для волос. Так что воспринимайте в буквальном смысле. Аддон содержит большой набор кистей для создания реалистичных типов волос, шерсти, причесок и укладок. Последнее обновление было в марте этого года. Совместим только с Blender 2.92 и стоит 65 баксов. Hair Shape Key позволяет быстро и автоматически создавать ключи для плавного перехода анимации при изменении положения или формы волос. Просто ставишь ключ в изначальном положении, затем вносишь финальные изменения и фиксируешь, поставив новый ключ. А дальше программа сама анимирует переходы. Последняя версия совместима с Blender 2.92 и 2.93. А вот сборка 2.79 больше не поддерживается. Аддон стоит 35 баксов. Ткань. Modeling Clothes используется для моделирования тканей. Так же, как и Simply Clothes, имеет базовую документацию только уже в виде туторов. Стоит 35 баксов и, в отличие от предшественника, подходит для версии 2.79 и 2.8. Существует уже около 2 лет, но информации по обновлениям для версии выше 2.9 мы не нашли. Clothes FX – набор инструментов для создания эффекта разрыва ткани. Причем нет необходимости запекать всю симуляцию отдельно, все происходит автоматически. И еще помимо сгенерированного разрыва, можно самому создавать различные типы срезов, которые вообще можно нафантазировать. Дополнение стоит 40 баксов и совместим с версиями 2.79, 2.8 и новее. Simply Micro Mesh – аддон, содержащий коллекцию более 120 различных предустановок меша для ткани. Очень легко настраиваются. Также можно создавать свои собственные так называемые микромеши. В общем, с его помощью можно выбрать и настроить необходимую тебе фактуру и применить ее на меш ткани. Сам разработчик рекомендует в некоторых случаях использовать для наложения ранее упомянутый аддон Tissue. Для удобства использования предоставлена документация. Аддон стоит $27 и подходит для Blender 2.9 и выше. Создание персонажа. Human Generator. Он содержит инструментарий и несколько пресетов для создания полноценного персонажа, и все работает в реал-тайм. Только шейдер волос пока не подключен в Eevee. И еще из-за большого разнообразия пропорций тела, одежда иногда может проходить сквозь другую. Разработчики сообщают, что это можно решить вручную. Стоимость плагина начинается от 68 баксов. И да, если будешь использовать в коммерческом проекте, то разрабы просят предоставить партнерскую ссылку. Больше информации найдешь по ссылочке в описании. Reallusion выпустила целый пайплайн по созданию анимации персонажки. Благодаря интеграции можно легко загрузить персонажа из Character Creator, чтобы использовать его с инструментами скульптинга Blender, где можно свободно менять внешний вид, а затем обновить изменения прямо в Character Creator в виде нового морфа. Также можно напрямую контролировать вес кожи и запекание текстур в Blender для достижения идеальных результатов. Помимо этого можно создать реалистичную анимацию лица и тела через iClone в самом Blender. Рендеринг. Pixar RenderMan 24. Подключаемый рендер-движок от анимационной студии Pixar. Работает с Blender 2.83 и 2.92. Поддержка 2.93 начнется с версии RenderMan 24.1. Данный движок является стандартным для Голливуда. На нем рендерили графику практически для всего, что выпускает Disney. Да и вообще практически все, что делается в FX. Достаточно взглянуть на их шоурил. Интеграция с Blender идет через аддон, который доступен на GitHub и является open source. Сам аддон полностью бесплатен, а вот у рендера есть как бесплатная некоммерческая лицензия с парочкой ограничений, то есть там нет гибридного рендера и стилизованного функционала, так и платная лицензия с полным функционалом. Выход рендермена на Blender — это отличная возможность взглянуть на его возможности, если собираешься работать в VLM или Pixar. Indigo Renderer, продукт новозеландской компании Glare, описывает себя как фотореалистичный рендер. Ну кто ж себя так не описывает? Работает на GPU и CPU. Последнее обновление Indigo 4.4 включает мощный шумоподавитель, запекание карты освещения, GPU SSS, сжатие текстур, улучшенная модель неба, новый материал ткани и многое-много другое. Ну и все возможности лучше самому протестить в бесплатной пробной версии. Ссылочку оставили в описании.
Radeon Pro Render — физический движок рендеринга с поддержкой трассировки лучей. Для Blender идет подключаемый модуль. Последнее обновление добавляет поддержку Motion Blur для визуализации различного рода анимации, так как ранее размытие поддерживалось только при рендеринге движения самой камеры или движущихся твердых объектов. Еще внедрили новый Toon Shader для рендеринга в мультяшном стиле и новую систему для улучшения производительности Viewport за счет рендеринга с половинным разрешением и апскейлинга. TuneKit для Cycles. Надстройка только для Blender 2.9 со множеством новых дополнительных OCL шейдеров, которые интегрированы в редактор материалов и оптимизированы под Cycles. Используется для создания стилизованных картинок типа аниме, комиксов, техники или архивиза. Помимо этого, недавно подгрузили новую систему FacePaint для раскраски лица с использованием Vertex Color. Аддон стоит около $50, ссылочка в описании. Из прошлой части вы уже знаете про ускоренный eCycles. Так вот, теперь есть еще и eCycles Nebula Edition. Эта узкоспециализированная сборка знает только одно — туманности. Но, как пишут разработчики, визуализирует их до 40 раз быстрее при сопоставимом качестве. В целом, очень специфично, и стоит он около $40. Еще эта версия будет обновляться только для стабильных выпусков Blender. Друзья, спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, если понравилась подборочка. Я думаю, что плагины — это бесконечная тема, особенно на Blender. Если вам интересна эта тема, мы будем ее продолжать и в дальнейшем, потому что у нас есть немного материала для отдельного выпуска по этой теме, поэтому если вам понравилось, ставьте обязательно лайк и напишите какой-нибудь комментарий по поводу того, какие, например, вам плагины понравились больше всего и какие вы будете задействовать в ваших проектах. Ну а на сегодня я все, потому что капец голосу. Всем пока, мои друзья.